Мы находимся в Калининградской области, в городе Балтийск, конкретно в Балтийской крепости, где Русское географическое общество планирует силами добровольцев изучить этот объект досконально. На этих чертежах, которые у меня сейчас в руках, мы видим также те объекты, которых нету. Поэтому мы пытаемся воссоздать те чертежи, которых не достает. То есть происходит 3D-моделирование, 3D-сканирование точнее. Наша работа призвана показать всем людям то, что скрыто от глаз было. Мы популяризируем этот объект. Их осталось единицы, можно сказать. Любой человек может изучить, пускай виртуально, а затем уже и приехать сюда и воочию увидеть эту крепость. Прикоснуться прекрасно. Когда ехали сюда, думали, ну будем жить там, где все есть, все хорошо, все прекрасно. Приехали в крепость, вообще ничего нет. Я вообще не ожидала, что мы будем жить вот в этой казарме. Ну, совсем по-другому все представляла себе. Хоромы какие-нибудь, а тут, ну, казарма, ладно. Давай семерками. Подождите, нужно перевод. Годом основания данной цитадели считается 1626 год. И здесь шведы начинают возводить крепость по приказу короля Густава Адольфа. Позже, после перемирия шведов и прусов, люди, которые здесь жили в деревеньке Пилау, они решают выкупить эту крепость, и в 700-х годах уже идет ее окончательная достройка, потому что она была передана в недостроенном состоянии. И в результате вот сейчас мы находимся в стенах, которые были возведены в 1800-х годах. Это звездчатый форт, который имеет 5 лучей этих звезд, бастионы Альбрехт, Пруссия, Кёниген и Кронпринц. Окружен данный форт рвом. Ров достигал глубины 5 метров 80 сантиметров и был вымощен камнем. Объект находился под серьезной охраной и дошел до нас практически в неизменном виде после войны. Наконец-то я не буду портить свою одежду. А ты, получается, здесь, да? Трое на листе. Остальные на усах. Привет, меня зовут Вика, мне 18 лет. Учусь в Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России. Сюда я приехала, потому что хотела прочувствовать всю работу. Хочется найти что-то такое, что вот в музее останется. Потом будут рассматривать и спрашивать, а кто это нашел? Может быть, в газете напишут. Будут разносить моим родителям, узнают. Всем привет, меня зовут Виктория, Вика, мне 18 лет. Учусь я в Академии МЧС, Сибирской пожарно-спасательной. Очень люблю помогать людям. Мы раскапываем. Также одновременно здесь происходит сканирование. Это атмосфера, как ты работаешь там с друзьями вместе, с коллегами. И это круто прям. Каждый день просыпаешься такой, вау, я в крепости. Так, все, хватит. Давай я понесу. Нет. Давайте. Нет, я такая. Ну, взрывается, видно. Если зажигалку понеси, взорвется. Не, подожди, это же не уголь или уголь? Телефонный трубки. Это с золотом отдает, да, каким-то? Угу. Ну, я чувствую, мы на верном пути. Всем известно, это
загадка, интрига по поводу исчезновения янтарной комнаты. И, естественно, все мы в мечтах хотели бы найти хотя бы ее кусочек. Пускай это будет загадка, возможно, ее уже не существует, но надежда умирает последней. Я думаю, это янтарная комната, которую все скрывают. Ее нету нигде, там просто песок. Они нас обманывают. Нет никаких секретных комнат. Почему ее ищут Балтийский? Потому что Балтийск – это был, можно сказать, последний рубеж. И здесь ожесточенно, конечно, немцы сопротивлялись. Порт Пилау, вот эта база ВМФ, она являлась как раз точкой, где объекты культурного наследия Восточной Пруссии через порт Пилау вывозился активно. И считается, что и часть янтарной комнаты вывозилась также через вот эту базу. Но что-то немцы, не успевая вывести, здесь спрятали, замуровали в различных абсолютно точках города. А откуда у них такая информация, что именно здесь где-то должна быть янтарная комната? Здесь работала экспедиция, которая проверяла все версии. Какую-то информацию вот здесь им дал человек, который после войны служил. Здесь была воинская часть, да. И они какое-то оборудовали здесь помещение свое и увидели вот эти ступеньки спускающиеся. И он об этом потом им сказал. И они сюда приезжали, потом изучали. Это советские. Ну с проводами. Похоже на пулю. Ржавые. Страшненько даже. Кого-то обстреляли. Что же заложено? Какие-то коробки, бумаги. А дальше проход, да, какой-то. Смотрите, тут еще надпись немецкая вон на двери. Две воронки, одна начало казармы, другая конец казармы. Так, эту мы нашли. Где угловой дом? Это вот где-то ближе к таверне. Идем сюда. Вы разматываете перпендикулярно уже. С нулевого метра. Стоп. Мы с вами сейчас будем делать плановое сканирование участков. Сигнал. Ему все равно куда ставить. Можно тащить побыстрее, главное равномерно. Вот четко прям, да, вот отсюда, видите, это именно. Вот, все, она вот здесь находится. Так. Сегодня солнечная погода, было жарко, потому что солнце одновременно светило. Ты еще и работаешь, песка очень много. Слабые бы сюда не поехали, потому что нас предупреждали примерно, что тут будем делать. Кирпичи довольно тяжелые, там булыжники. Мне нравится, например, этим заниматься. Когда ты копаешь, у тебя такой настрой, пытаешься что-то найти, может быть, новенькое, что-то необычное. Ну, интересно на самом деле, потому что когда вот ты откапываешь и находишь какие-то предметы, и ты думаешь, вот зачем это нужно было, что вот реально там 100 лет назад кто-то это держал, и ты такой, ах. Все на работу, слышите? Сигнал. Это все на работу. А как залазить? Туда проход и туда есть проход. Нет. А туда ничего нет. Давайте полезем, посмотрим. Какой мокрый песок. Мы пытаемся понять, где вход. Да, но там засыпано все. Там еще до этого проход был, там тоже все засыпано. Леня! Вика! Куда? Может, рацию надо было взять? Да куда полезли? Куда ты пошла? Вика! Помещение, в принципе, поражает своими масштабами и архитектурными элементами также, потому что очень крепкие сводчатые потолки, и оно полностью кирпичное, и вплоть до того, что вся эта кирпичная кладка, она сохранилась, во-первых, очень хорошо. Вывозя этот песок, мы открываем какие-то новые входы. То есть вот сейчас уже обнаружили пару интересных мест, и будем их дальше изучать. Ну что, полезли?
Немцы постоянно перестраивали фортификационные объекты, и какие-то входы они очень грамотно, качественно закладывали. И кладка была такой, что очень трудно угадать, что это заложено, скажем, не так давно. Мы для этого и занимаемся очисткой, чтобы производить анализ, визуальный анализ вот этой кладки. Мы используем и технические методы современные для того, чтобы ходы найти или полости скрытые, и, соответственно, будем в дальнейшем это все изучать. Все что угодно может быть за любой из стен, какой-нибудь люк, какое-то отверстие, какая-то дверь. Вполне вероятно, будет какое-то интересное новое открытие для нас, да, ну и для всех, в общем, впоследствии. А если с ними сейчас что-то там случилось? Вика! А можешь дать рацию, пожалуйста? Хорошо, принеси, пожалуйста. Иван, пошли со мной, пожалуйста. Ты будешь лезть? Да, ты со мной полезешь. Там не будет пауков. Ага. Я убью их. Нет, кто-то полез в ту дырку, наверное, которую я показывал, да? А что? Ну нет, подразделение антитеррора бежит с автоматами. Сказали, что с вами антитеррор идет. Что они спросили уже, там кто-то есть? Уважаемый. А я говорила. Говорила. Хотя бы рацию бы взяли. Мы полезем туда. Делайте так больше, пожалуйста, без рации хотя бы. Мы сегодня пошли исследовать новую казарму и нашли маленькую дырочку. Через эту маленькую дырочку я и мой друг решили пролезть. Мы ползем через туннели. Кислорода мало. Туда смотрим, а там спуск примерно 3-4 метра. Хотели вернуться обратно, но мы не успели. Мог обрушиться потолок, стены также могли обрушиться, а мы без рации полезли. Тебя могли исключить из экспедиции? Поступила жалоба от руководства большей части. Просто вас поймают и притащат. Была такая вероятность. Это у нас называется комплексная экспедиция, и на ней выделено достаточно большое количество времени. То есть это не так, что за один год пришли, все нашли, выкопали и так далее. Были так как и ссоры, так и радостные события. Ссоры, да, не бытовые, там, с подружкой моей, Викторией. Просто что не скажем друг другу, пообижаемся, потом опять помиримся. Она очень необычная. На форме звезды, вокруг река. Эмоции просто переполняют. Ну, старая очень. Но ее можно отремонтировать и как музей сделать. Очень классно было бы. Люди приходили бы, все слушали, узнавали о ней. Поначалу было очень холодно, сыро. Ты был в шоке от этого всего. Сейчас очень радостно возвращаешься, ложишься на кровать, отдыхаешь. Ну вот копать, там песок, вот эта вот тяжесть. Поначалу вообще там спина, руки забивались, все с непривычки, а так сейчас вообще в легкую там. Ожидалось что-то маленькая какая-то работа. Думали, что вообще ничего не найдем. Просто будем копать, чистить, убирать. А нет, на самом деле это интересно. Когда ты копаешь, пытаешься, у тебя такая инициатива найти что-то. Мы сегодня копали и нашли баночку, цепи. Нашли еще крышечку от чего-то. Деталь от ботинка. Кожа вообще прям не сломать. Тут, скорее всего, висела вот такая вот ниточка. А вот это настоящая пуля. Их тут 2 штуки. Они целые. Детали всякие разные из металла. Вот монетку, 5 фенингов, по-моему, по-немецки, 1949 года, и гильзу. Ну, гильзу я с собой не заберу, мне нельзя. А вот монетку возьму себе на память. Мы раскопали арку, там было очень много сажи. Мы много сделали, я думаю. Сейчас очищают от песка помещения. Если они их расчистят полностью, можно будет узнать, для чего они там нужны были вообще. И почему их закопали, ну, вот, песком.
Было бы интересно будущему поколению узнать, что в нем было. Это мы там только часть убрали, часть раскопали, а дальше больше, как говорится, дальше интересней. Это труд, который будет постепенно искать, находить или не находить, не отчаиваться, опять искать. Надежда ищущих бессмертна. Я знаю, что здесь есть какие-то галереи, которые до сели еще не открылись. Вот это технологическое помещение, оно было более чем наполовину засыпано песком, и когда мы песок убрали, то открылись какие-то уже интересные тоже, да, моменты. Вот этот ход, он совершенно неожиданно открылся при помощи ребят-красноярцев из Академии МЧС. Мы туда обязательно пройдем дальше и посмотрим, куда же ведут те помещения, которые вот все это время были скрыты вообще от глаз, да.